Что ты рассматриваешь? Что это вы вырядили сегодня? А потому что мы в шортах чистых, елки-палки. А обычно в грязных? Почти. Ну потом мы в грязных. А чтоб обычно А теперь быть чистых- синхронно. Раз, два. Так это уже канкан какой-то. Ай-дай, тара-да-дай, дай, тара-да-дай, тара-да-да-да-да-дай. Эх ты, друзья, всем привет, с вами Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Марат, Джан, Всем шалом. салют. Короче, чтоб долго не говорить, что мы сегодня будем готовить? Короче, уже все догадались, что сегодня блюдо будет грузинское. Правильно, брат? Эх ты, гамарджоба геноцвали. Не арго. Харчо, да пошлет нам небо путь с луной и звездами. Тай-да-дай-да-дай. Тай-да-да-да-дай. Да-д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 ай. Хей! На-най-на-най-на-най. На-най-на-най-на-най. Ты поздоровалась? Очаровательно. Доброго ранку, мы из Украины. Правильно. Правильно. Садись, 5. Ты, Тебя забыла спросить. француз, можно с вами автограф сделать, елки-палки? А ну-ка сделайте мне фото, месье Жан. А ну забацайте, что было, как в Париже. Ага. Ну что, хочешь потрогать ее? На, она большая. Не хочешь? Давай, поехали. Короче, ребята, сегодня будет харчо. Пипец, молодец. Не блюдо, а какой-то шедевр. Скажи, что у нас есть. Быстренько пробежимся по... А Ингредиентам. что тут быстренько и не получится, Марат? У нас все самое лучшее от Кемали, что было в Одессе. Ребята, спасибо Давиду. И еще не просто в Одессе, короче. Что это за ножик хороший? Это Сережка, подарок. А ну-ка, подержи. Катюня, вот там, где дырочка, не обязательно всовывать, моя хорошая. А зачем эта дырочка? Ух, ничего Это Очередной себе. подгон от Сереги. Серега с привоза. Ребята, скажем так, доступная очень по цене вещь. Серега, благодарочка, кому интересно. Я, как всегда, контакт оставлю. Да ты что, ну сегодня попробуем, Слушай, как, а есть как эти какие-то такие ножи вот в действии работают. Полочки, Что? на которые можно везде разложить, развесить свои ножики. Не обязательно полочки, есть такие реечки с магнитиком. Ну, то, говорят, портятся ножики на таких речках. Кто тебе говорит? Кто тебе дурное говорит? Подружки твои, не слушай их. Сейчас Что? делают уже эти же магниты, вставляют внутрь деревянных. И тогда, чтобы не касалось лезвия А, вот видишь? металлического. Ребята, поговорили. Да. Сейчас вся аудитория падает. Типа, Липован, да хватит им перебивать рот. Ребята, я буду рот ваш всех целовать. А потом еще в него туда харчо пробовать. Елки ты палки. Что ты имеешь? Короче, ребра, много зелени. Ребята, Это... обязательно. Говори, Одну нет, вещь все. скажу, одну. Это хоть две, брат, говори. Я Умную. все равно перебивать тебя никогда не буду, потому что что? Потому что так некрасиво. Все. Ага. Обязательно должна быть мясо с кусочком косточки. То есть лучше всего грудинка. Ребрышки или грудинка. Обязательно. Вот без этого харчо не делаете. И обязательно килийский пузатенький рис. Ты посмотри на этот шедевр, елки-палки. Это какие-то детские малыши, просто рожденные быть в нашем казане сегодня 80-литровом. Спасибо огромное. Марат! Сегодня выступление у нас именно в 2 казанах. И это то, что доктор прописал. И этот необыкновенно красивый. И оба, короче, на манганские. Да. Ребята, Афган-Казан, там у них и такое тоже есть. Короче, что? Это оставляем, мясом занимаемся. Я могу уже черкануть, Ты поджечь, уже да? можешь поджигать, да. Все, топорик есть. Из того, что я хотел рассказать, я почти ничего не рассказал. Спасибо Давиду. Давид был в Грузии. Ребята, если вы думаете, что это неправда, и он был на привозе, иди сюда. Смотри на этот пакетик. А? Это ж прямое тому доказательство, что человек был там, где надо, елки-палки, в Грузии, в Тбилиси. Ах ты шо! Тбилиси! День рождения праздновал свой. Тбилиси! Уцха сунели, хмели сунели, сванская соль, в конце концов. Ты шо? По килограмму каждой радости привез. Марат, Джан. Короче, мы сегодня все туда добавим? Нет, не все. Ладно, хорошо. У нас есть еще прекрасное блюдо, тоже загрузинское, так что ждите. Скажи его название, чтобы люди знали, к чему готовиться уже. Я забыл. Танчама чамбачабе. Чунчара да береся. Шабара да. Но у них есть. Ай, по-любому, братуха, будет тебе интересно и вкусно. Марат, сколько Ты мяса шо? у вас, ё-моё. Ты. Я знаю. Это мы покупали? Да я в курсе, Сережа. Ладно, хорошо. Не, это же, елки, Заза лично вырезал ее там между арматур вот этих Ребятки, знаете, позвоночника. У нас уже есть харчо на канале. Смотрите, очень классное, но сегодня будет еще лучше. Будет пару новых нюансов. А зачем это надо людям? Я тебе объясню, как выглядит YouTube.
Люди новые, которые приходят на канал, ребята таки здрасте. Ага. И они не хотят смотреть то, что было потом. А там столько удивительно. Вот я вот даже не смотрите. Понимаешь? поэтому Я уже не говорю за наши первые видео, что там вообще лучше их не смотреть. Чего это вдруг? Ну ты их смотрела, ну это же Ну, стыдно, конечно, елки, смотрела. фу ты что? Это как пересматривать детские фотографии, Сереж, знаешь? Да, просто я же говорю, как устроен YouTube, что те видео лежат никому не надо, а это на самом деле именно кладезь, это такой шедевр, там вот я сам пересматриваю просто, ну Поджигай. у меня ляжки мокрые, чтобы ты понял? Это Поджигай. именно такое. Давай мы сразу выясним отношения. Я Все, думала- все. Мы уже Ты давно смехом выяснили. все уже сказала. Ладно, А поджигаю. у нас что, разве какие-то отношения есть, Сережка? Откуда? Я вот тоже не знаю. Ты что, сегодня будет много действий? Будем обжаривать горячее мясо и класть его в холодную воду. Мгм. Как в том в сказке. Так, Как? большими кусками, ребят. большими. Хорошо, как в той сказке, когда он там в молоке купался, а потом необыкновенно красивый получался. Я не знаю. Ага. А ты видел видео, хотя еще не видел, сегодня увидишь, когда мы были на барахолке? И я Черчилля перепутал с итальянцем каким-то. Не видел? Лич, нос, ти. Лич, Ой, нос, блин. ти. Ладно, посмотришь. Ах, Маратик, сказочная, конечно, красота. Это все мяско. Ребята, Обязательно на косточке, чтобы было Ага. немножко. Да. я что хотел сказать. Грузия, огромная благодарочка. Знаю, смотрят много за вот такие, благодарочка, за такие блюда, как чурчхела, сациви, шашлыки, в конце концов. За кинзмараули, за хончкару, за... Что там, какие еще? Целая куча вин. Еще Лазанская долина. Ай, сапирави, в конце концов. Боржоми, ешкин такой. Ребята, благодарю. Как красиво по-грузински вот то слово было. Чок гузель, по-турецки. Да не. Не, просто мы ехали, получается, те, кто не видел, посмотрите, там есть плейлист, короче, как Румыния, да, Грузия, Турция. Просто мы там немножко попутали. Я сейчас тоже хочу сказать, мераба, это мерхаба, мераба, это в Турции здравствуйте. А как же... Кто у меня все время жужжит в полке. Как Джон Вудерман здоровался? Ну, как он говорил? Не помню. Доброе утро, как будет? Rебята, грузины, подскажите, пожалуйста. Доброе утро. Очень Альберт красиво. сейчас придет, скажет тебе. Эй, по-армянски еще скажет. Не, я по-любому сейчас вспомню. Марат, давай, доставай Google в помощь. Я ж помню, что слово красивое было. Что нужно? На грузинском доброе утро. Доброе утро, а ну как? Эй, дай-дай-дай-дай-дай, песня звонкая. Эй! Родненький, там голосовой уже придумали. На грузинском языке. Так вы включите, вам он скажет. Я понял. Эх, вы, айфонщики, елки-палки. Ты шо? Чудовизе. Ну что, не этот? Я вспомнил, кажется. Медлаба, мудлаба, мадлаба. Почти мерба. Мадлаба. Вот что-то такое. Ну что, некрасивое слово? Так, Очень не красивое. коверкай, красивый язык. Давай. Я сейчас... Не коверкай. Да уйду я, Грузина. да уйду я от вас. Ты давай. Сидите сами, два грамотных ешкин кот. Всё, отдыхайте. Ой, точнее, идите работать, а я посмотрю, как это выглядит. Как люди к нам приходят. Начинаю жарить. Давай, малый, жарь. А, еще не нагрелось. А ты начинай, все нормально. Марат, что он уселся? Посмотрите на него. И ногой еще подмахивает. Хочу себя попробовать в другой роли. Что, я ничего не коверкую, понятно? Если я говорю, то от чистого сердца, елки-палки. Если я не знаю грузинского, это не означает, что я не люблю грузин. Смотри на него, ай-яй. Давай что-то делать. Скажи мне, а где наши овощи? Нам надо их подготавливать. У нас, кроме лука, ничего не надо. Можем нарезать его, кстати, сделаем. Давай, В вот, я гастроемкость здесь все желательно, Марат. убрал. В гастроемкость. Да, Маратик. Не по- Стой, давай, я это все сейчас беру. Сразу же в гастроемкость. Вот так вот сюда. Вот это мясо. Вы мне сказали, Поближе столько к манипуляций рису. должно быть. Столько манипуляций сегодня. Надо пораньше начать. Конечно, мы как А всегда по-твоему, это начали что, не поздно. манипуляции? Туда-сюда Все, что мы сейчас делаем. переставлять. Ну так это и есть манипуляция.
Вот такое блюдо интересное. Туда-сюда переставлять, туда-сюда переставлять. Так, из зелени петрушка, укроп, кинза, много перца, немножко морковки и, мама дорогая, сколько лука. Правильно? Ты не хочешь, чтобы я положил это все в водичку, чтобы она немножко отдыхала? Поставь Да? заодно и помой, Давай. да. А что, тебе не мытую продали, что ли? Сейчас все исправим. Не мала ли струечка? Я смотрю, для чего? Голову помыть, это не Мне очень. кажется, голову нормально. А вот так, чтобы именно зеленушку охладить. Что, это разве не красиво? И что, тебе больше надо? Ну то не жадничай, и все в этом. Вы что? Ай-най-най-най-най-най. Дай-д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 ай. О, таки в гастроемкость, да, Маратик? Ага. Сереж, следи за его руками. Внимательно. А что вы смеетесь, боюсь спросить? А потому что в прошлый раз вы искали долго лук, а нашли его... Ну, это мы знаем, ты же снимаешь для людей. Так людям расскажи, что в тот раз точно так же отжигали, Марат в гастроемкость спрятал, через 2 дня приходим и открываем, а там лук. Мгм. Но блюдо получилось хорошее. Маринованный. Маринованное, да. Главное, чтобы мясо не забыть сегодня добавить в наш харчо. А все остальное переживем. Что ты говоришь, вернулся к своему привычному ножику, да? Ну, а я все-таки хочу попробовать, что это за агрегат. Как лук Не, сегодня? он классный нож, но если работать быстро, мне тут привычнее с этим. Так что, ребята, желательно как это, сразу брать хороший ножичек себе и потом им работать всю жизнь. Прям всю жизнь. Ну, а чего нет? Удобно? Ну, как говорит Марат, надо привыкнуть. Слушай, ну, ко всему привыкаешь. Ты помнишь, когда я топор первый в руки взял? Помню, конечно. Это же вообще было непонятно что. А теперь я себя без него не представляю. Я даже помню, когда ты первого карася пожарил. Катюша, Серега сам, по-моему, не помнит. да подожди ты. Вы бы видели его Не-не-не. выражение лица, Марат. Ты сейчас увидишь свое выражение. А зачем мне мое? Самого первого карася я не тебе жарил. Вот смотри на него, ай-яй-яй. Так, что ты говоришь, хороший этот? А ну дай-ка я топориком. Смотри. Как выглядит вот то, что называется привык. Ребят, на харчо лука не жалейте. Надо много. Как будто бы на борщ надо жалеть. Еще раз, что ты говоришь? На харчо лука не жалеть? Да. Прямо именно много-много-много-много. Скажи мне, мы сегодня будем готовить что? Вот прямо под завязку все 80 литров? Я думаю, почти, да. Отлично. А чего ты его не поджег еще? Кого? Второй казан. А ты плохо слушала то, что я говорил. Мы будем горячее мясо отправлять в холодную воду. Ну. Процедур такой. Что тут непонятного? А, все, я поняла. Поняла? Да. А что поняла? Ничего, Сережень. Что процедур такой? Да. Маратик, Еще чуть-чуть масла. хорошо. Ну не торопится, ты понимаешь, заводиться. Вот я один лучок кинул, чиполинка совсем там хорошо лежит. Лежится ему. Ребята, если те, кто не знает, так этот казанчик на 30, а вот тот богатырь на 80. А есть на 120? Есть на 250 у них. Серьезно? Да. Ты что, не помнишь, что они хотели нам такой Странно, выслать? что у тебя еще такого нет. Так хотели же такое, в казан хотели выслать нам вот такой Ты казан. передумал? Марат испугался. А, Марат испугался. Ага. Представляешь, какой очаг надо поднять? Это какими там лопатами снегоуборочными надо будет там рис переворачивать. И дрова закидывать. Когда плов готовишь, да. Так, тети Розины трусы и берегите. И тети Сони. Тети Сонины там в безопасности у них. Розочка в безопасности. Сиди маленькая, прогревайся. Все хорошо. И тут все под контролем. Слушай, как красиво, как красиво. Марат, Джан, ну что? Можем потихонечку? Да.
Эх, не ругаться. Все, Марат, начинаем. По сколько, говоришь, ты? По 3-4 кусочка? Да, ребят, обжариваем не сильно. Вот припустить буквально чуть-чуть мяса надо. Не так, как на плов мы поджариваем. Намного легче. Буквально несколько минут. Все. Эй, какой-то мэджик, я могу его поливать, что-то переворачивать сейчас, ничего? Не трогай. 2 минуты потерпи. Хорошо. Так, пока я здесь буду терпеть, я могу уже отсюда запускать этот огонь, да? Можешь. И все, процесс пошел. Начинаем активно готовить. Оператор. Прямо мраморная. Это прям красиво, елки-палки. Слышь, после этих казанов любое блюдо начинается со слов. Вот бы сейчас из этого плов приготовить. Ребята, тут можно готовить что угодно. Так, что у меня? Тут дымит уже потихонечку. Так, эх ты, я твой дым труба равнял. Все. Все, Мараджан, я горячее мясо в холодную воду? Да. Тюнь. Потому что так, всю миску туда. Ну, если тебе не жалко себя, то я могу. Оно же ляпнет. Если пониже отпустить, не ляпнет. Все, Марат, харчо готов. Просто варим бульон. Долго? Горячее мясо? Долго. В холодную потому что воду. мясо большими кусками. Ага. Ничего туда не кладем? Сейчас закипит, бросим овощи, морковочку, лучок, перчик. И все? Обычный бульон варим, да, мясной. Так, это вот крайнее мясо. Сколько у нас вообще тут мяса, елки-палки? Это какой-то... Ну, сколько вы взяли? 7 и я 3. Ну, нет, там 7,5 было хорошо. 10,5. Килограмм на 80 литров, просто тут уже половина казана этого Бульон только должен мяса. быть насыщенный. Сейчас там же кости не забываем. Мы все это будем снимать и резать, еще нарезать мелко, когда у нас варится. Эй, договорились? Ребята, Сколько здесь? не жалейте заварки. Полпачки, не знаю. Сливочного? Да. 120 грамм. Тихо. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал. Ой, боже мой, как красиво. Чтоб друг другу вы все пожелали. Лук добавить, что Марат нарезал. Так, Марат взял 10 больших цибулин или 11, а использовали мы сколько? Ай. Штучек? 8. Штучек 8, правильно. Потому что лука должно быть много. Как давно ты знаком с этим шедевральным супом? Очень давно. Как обычно ты говоришь, с армии? Узбеки научили? Это один из самых любимых моих супов. Я эту фразу себе набью, понял? Как? После борща это на 2-м месте. Правильно. На самом деле очень вкусный. И самое главное, что ни с чем не сравнимый суп, правильно? Абсолютно. Вообще именно настолько самодостаточный, что ему ничего не надо. Да. Кислый? По вкусу. Слышь, я не знаю, как... Кисловатый. Островатый. Кто-то любит более кислый, кто-то более острый. Ну, мы делаем как бы на мой вкус, наверное. Я думаю, всем понравится. В прошлый раз понравилось всем. Да, я что хотел сказать, очень важно. Когда мы собираемся готовить харчо, Марат говорит, помнишь, как мы его готовили? А я начинаю лохматить свою библиотеку, говорю, вот вообще не помню. Вот от слова вообще.
Я своим количеством рецептов, с таким количеством твоих рецептов уже забуду, как готовить борщ, понял? Все перемешано. Мы уже борщ, по-моему, дважды готовили. Может быть и трижды, и четырежды, елки-палки. А за всю историю канала, так там и был борщ и с рыбой. О, с бычками, помните, И какой постный вкусный мы был? готовили, если не ошибаюсь. Там С карасем только не была приготовили. целая куча. Рассольник И с карасем просят приготовим. люди, которые мы готовили тоже. Мы мадам встретили. Мадам, привет, на Киевском рынке. Она говорит, Да? приготовила рассольничек. Очень вкусный, вам рекомендую. Ну и за нами не заржавеет. А я еще раз не напомню, я не повар и не певец. Просто готовлю и пою. А Марат, Тоже не повар. но, И не певец. но ходячая библиотека рецептов. Все помнит, елки-палки. Энциклопедия. Да? Да, Марат? Ага. Что, Марат, томат паста? Все, пусть лежит, она там как раз с краю выжарится. Все, как ты любишь. Все те, кто не знал, уже многие знают. А если вы знаете, и другим расскажите. Что пасту надо обжарить предварительно. Немножко, буквально полторы минутки. От изжоги. Свинина. Под карася. На, тоже братский подгон тебе. Ага. Под карасика самый раз. Приятного пивопития. Кому интересно, очень вкусно. Не просто вкусно, еще и мама дорогая, я бы сказал, да. Это, Шо? как это, Это, семья Манзула расширяется. да, ручная работа. Это тоже они? Ну, не они, это Слышишь? Альбиночкин муж. Вот такой молодой человек. Мы знакомы. Еще бы. Очень Вы попробовали? вкусно. Да, очень вкусно. Я еще пиво заказал. Да? Марат, горит с двух сторон. Вот зимой, Жарко невозможно. надо так готовить, не замерзнешь вообще Не никогда. говорите, в Только 40 так градусов стал, придумали вот такое так вот в стал. двух казанах. Аномальная жара в Одессе. Нечем дышать. Ага. Кадр первый, дубль второй. Липован Продакшн. Камера, мотор. Фух, нечем дышать. Налей пивка. Сейчас я тебе налью пивка. На ней томата, Серега, лучше в казан. О, правильно, Марат. Скажи мне, а бжж-бжж не обязательно? Они целые? Ты что? Я же не знаю, что тут с томатом. Ну я тебе говорю. Ну, мы сейчас их здесь, бжи-бжи. Вот тебе шикардос. Уже? Серега, вот эту третью пока все. Ну, четвертую не надо? Потом чуть позже, да, я сначала специями заправлю. Посмотрю. Хорошо. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Ага. Салют. Та-да-да-дай. Так. И паньку серого мечтаю получить. Лежу как сыч в окно. Теперь мне все равно. Я навсегда готов свой факел погасить. Что делать? Надо Прям сегодня нам. такие порядочные в этих самых фартуках, как настоящие Сейчас повара. напишут. А перчатки что было? Лень одеть? Да, и колпаки Они у нас заодно. есть. Они у нас есть. Сейчас будем резать, когда мясо, тогда оденем. Ага. Тебе не надо подбросить или пусть так томится? Мне отлично сейчас, не надо сильно. Слушай, Подходит, да? Да. а я могу и здесь блендером. Можешь. И что, и прямо лук? Да, он все равно растушится. Ну, Марат, и хватит у меня длины. И что это будет, каша? Длины чего? А ну еще раз. Кабеля. А ну. Кабеля блендера. Ты. Хе-хе-хе. Хватило? Кабеля. О, что ты говоришь? Кабеля, говорю, Слышишь? хватило или Я как Алла, удлинил малеха? я как Алла Пугачева. Раньше так ходили по этому. Ледяной горой айсберг из тумана вырастает и несет его Господа течение. Галкины. А по бескрайним, по морям, хорошо тому, кто знает. Как опасен в океане, как опасен в океане. Так, главное не включить теперь эту штуку. А то будет по губам. Ага. Так, ладно. Смотри, Марат, Я близко не, указочка, ты не понял? буду подходить. Ребята, и что, жареное никто еще не? Марат, вы такое когда-то делали? Конечно, Скажи делал. мне. Я делал в меньшем количестве. Все это делается на сковородке на самом деле. Тут оно вот у вас варится, а вы делаете... Брат, давай не надо больше рассказывать, а то мы сейчас поедем к тебе домой, будешь показывать, как ты блендером на сковородке делал это красиво. Вот сковородки, почему нет? Там же немножко было, не так И что, много. не летала по соседям? Немножко на меня. Ну, поэтому мы сегодня оделись.
Подготовились, Марат, Джан, ты называется. посмотри, у нас что-то болгарским попахивает, ты понимаешь? Лечу, елки-палки, пишу. Наигрался? Маратик, иди смотри, как это делается. О, вот так вот. Блендер не убирать. Пусть в кроссовке полежит. Что я хотел, смотри, Катюня. Мы с тобой только что кетчуп грузинский придумали, без специй. Шо, Га, я по-настоящему не шучу. Беги, патентируй. Что-что? Патентируй. Еще раз скажи. Ну, как это, Короче, проверять? Я поняла, что он имел в виду. Потенцию просто хочу свою еще раз проверять. услышать. Понты, короче, кидай. Мягенько вот так вот. Патентируй. Патентуй. Ай, не патент... В рифму тебе сказать? Не понтуй, елки-палки. Шо? Все равно ничего не Фу. получишь. Так, Марат, Джан, что, потихонечку начинаем выводить красоту в люди, а? Сванская соль. Уцхо сунели. Или Аджика. хмели. Хмели, брат. Нет, уцко. Уцху. Хмели темнее, уцхо светлее. Именно уцко сунели идет в харчо. Аджика сунели ты пробовал? На привозе купил. У настоящего грузина. Да, я вах, 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 вах. Катюня. Бесподобная, правильно? Смотри, это с привоза. Вот эта паста, здесь все. И еще любовь многих женщин, чтобы ты понимал. С гор Кавказа. Да. Тут вся зелень, включая немного орехов. Это паста, которую можно добавлять в любое горячее блюдо. В картошечку. Уцко сунели тоже дает ореховый вкус блюду, ребят. Хорошо. Есть аджика, очень вкусная, тоже, рано. тоже восточная. Есть непонятно что, но называется тхимали. Есть зеленый тхимали, есть тхимали с привоза зеленый, есть красный из алычи тхимали тоже. Весь тхимали сегодня в тхимали? Нет, вот сюда пока кемали вообще не надо. Сюда что надо? Пару ложек вот уцко сунели. Договорились. Обязательно ложками? Это по-грузински или что? Можешь на глаз, жменьки там. Ладошками, ложками, ладошками, правильно? Вот тебе на все. Смотри. Что? Прозеваем. Да не прозеваем. Боже мой, Марат. Как это Ну, не нежно. пригоршнями, Сережа, а ладошками. Марат. Он полкулька засыпал. А красиво Не как. балуйся. Красиво Ох, какой- очень. Сванская сейчас же сюда же можно аккуратненько добавлять. Это Столько все же? из ярких моментов. Может, тебе помощь моя нужна? Даже боюсь спросить, какая. Даже боюсь предположить, какая. Хотела свою ладошку предложить. Вечером. Тихо, 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 тихо. Куда ты свою лопату засунул? Вот вечером и всунешь. Я же люблю в мягенько всовывать, елки-палки. Да, знаешь, Посмотри, как как приятно. там красиво. Подожди, ты, ешкин ты кот. Ты вечером. Вечером уже блюдо будет готовое. Вечером. А солить не надо? Он же посолил. Сванская соль. Ну, я посолил мало, мы все равно будем подыгрывать, ребята. Это пока только вот наряжаем специями. Благодаря тому, что мы мясо обжарили, Катя, покажу, какой цвет у бульона уже. Желтый? Да, такой правильный цвет харчо, видишь? Уже начинает быть, это еще без специй, без ничего. Марат, мне тут очень жарко. Я понял, уходи. А мне не жалко. И пришли нам другого попрохладнее человека, пожалуйста. Пойдите найдите себе вон любого, какого вам подходит. Чтобы двоим подходило. Так, слышишь, я это на вес золота аккуратненько всуну в пакетик. Так, Марат, Джан, что осталось у нас? Все, ждем бульон. Хорошо, я могу уже морковку, овощи туда закинуть? Да, Морковочка чисто как в уху для вкуса, да, такая, чтобы была именно целиком? Да, она потом все достанется. Ты что, шморгаешь, аджика улизнул? Не от дыма. А? Так, перчик сладенький, болгарский красавчик. Это что, прямо целиком или надо сделать, как я люблю? Хочешь, сделай, да. А? Это ж потом роза, я ей дарю эти цветы. Всегда, Марат. Ловлю, да. С ароматами баранины, свинины, У козлятины. вас были красивые, отцвели уже, да? Кто? Пионы. Да. Слушай, мы вот были сейчас на привозе в агромаркете. Видел. Ну, не просто видел, так мы еще и в очередь стали.
в сентябре завозят то ли 40 тысяч, то ли 25. И все. Это на всю Одессу. Нет, это наименований с Голландии луковичных растений. я думал, Пипец. количество. Там такие пионы будут, Пионы не обалдеть. луковицами растут, Сереженька, а корневищами. Эх ты, садовод-любитель. Ну, наверное, кому такая умная нужна. У меня луковицами. А луковицы тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Оно мне надо, я больше с ней в агромаркет не пойду. Хорошо, я пойду с кем-нибудь Где схожу. Твоя блатная ложка. Какая из? У меня этих ложек у тебя в рот не влезет. Какие надо? Ну, пробовать, которая Ну, чтобы для вкуса? мне в рот влазит. Или чтобы губы треснули? Ну вот, во. смотри, потому что есть такая, что на самом деле не влезет. Не только тебе, я и вам даю с Альбертом. А я думала, скажешь, даже оператору не влезет. Хорош себя рекламировать, елки-палки. Ты что? А я такая, перед кем мне рекламировать? Ну откуда же я знаю, что ты кому-то там посылаешь позывные? Типа, ребята, Глупости какие ты говоришь. чемпионат мира, я победительница. Ну что, маэстро? Дорогая, значит, мы забыли положить немножко сахара. А я тебе говорил, намекал только когда, помнишь? Когда у меня глаз дергался. Не немножко, а кидай все и сбегай еще 2 раза. Еще хорошую жменю хмель, это утка сунели. Сванская тоже не хватает. Я всего дал чисто вот именно так, Соли, да. для, как это, для красоты. Ладошку, Маратик. А вот теперь будем давать для вкуса. Иди, ребенок проснулся. Все, наснималась? Давай, до свидания. Миланька, смотри. У-ху! У-ху! Вот это Ты вы что, дали, скажи, чуть не да? дал, рынду так не дал, да? И что? Балдеж? Она Нравится рында. застеснялась. Я Оп, знаю, что оп, я подарю привет, на день мои рождения. хорошие. Миланька, здорово! Эх ты, друзьяки! Ты что? Рынду я подарю. Да, в А кроватке чё, повесишь? В колясочку, да, ой, в колясочку, в кроватку повешу, и будет себе ребенок по утрам тебя будить. А что меня, а не тебя? А я буду на кухне Кофе готовить. вечером Время. засыпать. Нет. Смотри, какой прелесть происходит. Ребята, мы вчера были на рыбалке. Ты что, такое поймали? Да ты не ржи, елки-палки. Полтазика марабельки. Ага. Не, мы поехали, не клевало, там выезжаем, смотрим, марабеля. Марат говорит, давай, ты что, мы же будем готовить харчо, а без нее никуда. Вот тебе есть. Ну, красиво. Зеленая. Та что красивая, она уже везде отспела. Ой, в Одессе. я хочу Иди. чакапули. Сильно хочешь? Да. Найди на канале видео, посмотри. Сейчас Альберт придет, расскажет тебе, как это готовить. Хами. Он тебе сейчас свой чакапули принесет. Ага. У меня Попро- есть чакапули дома. Попробуешь. То липовуля, а то это чакапули придет. Эх ты, ну и жара. Что вы там расселись, Марат? А вот, подожди, какое пиво? Он только что, знаете, звонил, куда я переживал. Мгм. За котенка. Короче, оказывается, Косенка. это не косенок, не Изя. Как? Смоки. Смоки. Мгм. У них вечером со Светой был шикарный разговор до утра. Всю ночь разговаривали. Света победила. Говорит, хватит мне евреев в одной квартире. Хаим, Йося. Йося, Марат. Изя, Марат. Говорит, нафиг Изю, пусть будут смоки. Да. Так что нормально все, ребята. Спасибо всем огромное, кто переживал за Марата. Все, Йося уже с ним целуется, уже лижет его, все Да? в порядке, да. Хаим пока еще нет. Хаим пусть думает. Не Хаим толстый Хаим. На рояле нам играет. Девочки танцуют и бежоны поправляют свой кис-кис. Да, самый Сегодня счастливый лонжерон человек. гулять. Конечно, ты У что? меня есть смоки. 4-го надо, Марат. Тихо, спокойно. Света этого не переживет. Так Света из этого не знала. 4-го Света принесет. Сюрприз. Да, здравствует сюрприз. Вот так вот мы вчера зашли. Марат говорит, ребята, Проведите меня пойдемте домой. со мной домой сходим. Короче, так мы вчера ехали от Ани. Сколько уже времени было? 10:30. Зашли с Маратом. Света только хотела, поняла, что стыдно и передумала ругаться. Да? Она уже зевает и харчо хочет, елки-палки. Дай, Марат, ты пробовал эту жижу, что мы приготовили? А ну покажи людям, елки-палки. Во-первых, широкой лопаткой сделай красиво, доведи до консистенции именно однородной массы. Снизу вверх, снизу вверх. Ты что, забыл? Как у Михаила Михайловича? Слышь, какой запах когда? Да я знаю, что это такое. Аромат, Марат. Аромат. Это просто фантастика. Марат, я вот смотрю, что ты делаешь, мне хочется отдать тебе ребенка. У тебя это лучше получается. Что такое? Ну, держать. А что такое? А мешать лучше получается у меня.
Он просто устал держать ребенка. Снизу вверх, снизу вверх, снизу Его вверх, надо снизу вверх. выключить, Доведи, выключил. а он все нормально доведи, чтобы не было, дай я тебе покажу. Ай, ты красавчик. А ты бери ложку и попробуй скажи, что тебе хватает, чего-то здесь не хватает. Ай-яй-яй, смотри. Подожди, я еще не готов тебе дать. Я ж чемпион мира по мешанию. Мелания. Харчо. О, смотри, а вот теперь жижа однородная, а? Катюня, посмотри в интернете, где сейчас чемпионаты происходят мира По жиже? по мешанию жижи, да, я буду выступать. Еще даже карася больше жарит. Алешка жарил на баяне, шумел, гремел посудою. Шалман что? Сахар, соль, остринка, кислинка, рыжевинка в конце концов. Ничего. Ничего. Идеально. Вот так вот и готовим. Идеально. Смотри, именно как хаш. Бук, бук, бук. Маратик, зелень просто именно в труху, да? Не прям в труху, но мелко. Ну, очень мелко. Мелко, да. Альберт, брат, вернулся? Ребята, можете поздравить Альберта, у него было в этом году день рождения. Ага. 3 дня Скажи назад. мне, как 3? 4, 5, 6, неважно. Просто было. По запаху мы все делаем правильно? Спасибо, говорит. По харчо, ну я же пришел на запах. Значит, правильно. Все. Подожди, ты хотела у Альберта спросить, как будет красивая по-грузински. Некрасивое доброе утро. А он сам не знает, Спасибо. что- Ага, спасибо. Медлаба. Мадлум. Мадлуба. Мадлуба. Это Это спасибо. что, спасибо? Это спасибо. А доброе утро. Гамарджобаги назвали. Помню. А, Красиво это ламази будет, это помню. Все. Мадлаба ламази. а ну-ка посмотри на Спасибо, меня. красиво. А ну на меня посмотри. Что? Ну ничего. Не в той кепке она метит. Да-да. И не с тем Эти слова носом. произносишь. Нет, с самого утра, когда мы начинали готовить это блюдо, я вспоминал красивые грузинские слова. Мало того, что ну, я на самом деле влюблен в эту рукопись. Катя, да хватит уже, елки-палки, ты можешь ей дать что-нибудь? Ну, по губам хотя бы. Что обычно дают? Да, помолчала. Чуршхелу пожевать? Харчо, да приснится тебе песня, песня звонкая. Катюня? Ну и что, Сережа? Нет, я вспоминал, получается, мы были в Грузии. Мало того, что я сейчас обращаюсь к Альберту и ко всем грузинам, я влюблен в эту рукопись, елки-палки. Какие красивые буквы, просто замечательно. Это, я не знаю, с чем это связано. Как? Языков много, там переводов еще больше. Но вот это то, как пишут именно вот эти вот буковки разные, кругленькие, такие нежные. Ничего острого. Марат, что? Это тебе не иврит, елки-палки, загогули. Тут именно художественное ремесло. Особенно кругленькие. Ладно, я понял. Просто хочу сказать грузинам спасибо за их рецепты и вообще замечательное настроение. Мы когда были у Джона Вудермана в ресторане, как это называлось? В Кахете. Сигнал. Сигнаги. Во, да, ты шо? Ага. В ресторане. И нас, короче, там, получается, были ребята, которые вечером именно музыку делали красиво. Голосами, там, барабанами. Он меня узнал. Братик, тебе огромный привет. Ты что? Ты именно красавчик. Он меня, говорит, узнает. Это ты, брат дорогой, короче. Накинулся, как будто мы с ним выросли в одном дворе. Душевно, по-настоящему это запомнилось на всю жизнь. Грузия. Так что жди. Мы таки к вам опять приедем. По-любому. Марат, с нами поедешь? Там такая чача, я знаю где. Ой, Иракли, Глонти. Я буду бежать впереди паровоза, то есть это вашего... Мазды нашей. Да, но мы уже поедем не на Мазде. Знаешь, как армяне шутят, что если ехать в Армению, то надо обязательно через Грузию. Чтобы сразу от шока не умереть. Именно. Аккуратненько, да, въехать. Не, мы кайфанули. Наоборот шутить. Ага, мы кайфанули Через просто Армению от в Грузию. всего, просто от всего. И я не знаю, что ты, ну что ты молчишь? Вот я когда на тебя Слушаю. смотрю, ты какую-то брехню думаешь, что по-любому. А тебе? Думает, опять какую-то херню несет людям. Ну скажи правду. Сереж, это у тебя голова забита не тем, чем надо. Да я люблю, когда ты разговариваешь иногда. Вас тут много достаточно, вы так беседуете. Иногда, да. Я Ты мужчин ж не бы- перебиваю, в отличие от некоторых. О, видишь, Грузия пошла ей на пользу. Там все так нормальные женщины делают, да. Ну или шампуром сразу как дал, и все нормально. Уже все сказал? Да. Молодец. Стругай. Хотя мое любимое слово какое? Филигранно.
должна Марат, почаще это мужу Вы говорить. ему льстите. Он и детей делает филигранно, все делает Вот филигранно. что, а детей он точно филигранно делает. Марат, я не могу на этой доске долбить так, как мне хочется. Да, иди Да. на эту доску. Смотри. Иди долби где-нибудь в другом месте, как тебе хочется. Потому что звенит это. Эй, барабан какой-то. Конечно, это гастроемкость вещь хорошая, но к звуку я такому не привык. Так что я буду нарезать, а не долбить. Долбить будешь в другом Я вам месте. хочу сказать, что я ничей. Да-да. Не прячьте от меня своих очей. Они у вас настолько хороши, что проникают вглубь моей души. Часто? Ах, если б звать, А он не мне, он только зрителям поет. а если б знать, как вас еще зовут, так я бы уже растаял прямо тут. Все, растаял. Да? Это тебе он пил, ты что? Я видела через экран. Квадратные штаны, рубашку и кашкет я на привозе взял за полцены. Эх, мой папа был хорош. Он на меня похож, и мама... Не, я на него похож, а не наоборот. И мама моя тоже как принцесса хороша. Теперь уже один, как в море пилигрим. Но есть зато широкая душа. Широкою душой не будешь сыт. Так, что, осталось кинза, петрушка. Вот я так делаю, а ты говори, медлаба. Мадлова. Мадлуба. Скажи, мадлуба. Мадлова. Да ладно, ты все не благодари, елки-палки. Давай, я хочу достать кусочек мяса попробовать. А капулька, ай-яй-яй-яй. Маратик, тебе надо, родненький, срочно сюда каким-то образом вмешаться. Ты посмотри на этот шикардос. Самый большой Альберт, кусок мы мяса варим мне нравится. жареное мясо. Ты понимаешь? Мы варим жареное мясо. Да, я не шучу, посмотри сюда. Шашлык в бульоне. Да. Марат, тебе дать покусать? Дай. Побольше или... Самый большой, который у тебя там виден. На, самый любимый. Не обжегся? Всё, 10 минут мясо достаем. Сказал Ты Марат. уже видишь, даже не прикоснувшись? Да. Я его возвращаю, Давай, 10 минут засекай. засекаю. Сколько? Не, а часы точно не промокаемые. Так приятно с ними иметь дело. Спасибо тебе, родненький. Мне оператор за всю жизнь часы не дарила. Зато трусы дарила. Да ты их себе дарила, на мне, елки-палки. Как ты так думаешь? А я присел на шикардос. Серьезно? Ну, у И меня как оно? Трусы шикардос. Ну покеш, не верю. Катя, отвернись. Спасибо огромное, родненькая. Очень приятно. Я, кстати, в них. А где в Одессе шикардосы, кстати, берут? Беня и Зубрик. Ой, Беня и Зубрик, ты что, лучшие Сын трусы в этого Одессе. Ты что? Марат, ну вам напишут, что вы тоже невоспитанные, как и мы. Эй, Катя, не снимай. спрячь свою чурчхелу, брат, елки-палки. Та-та-та-та-да-да. Это собачки. Эй, по-любому собачки. Я когда был в этом цеху, где Заза мясо вырезал, он точно так же, с таким уважением, собачки, там, друг попросил. Что же, я, говорит, полностью шею обрабатывать не буду, что ж собачки, одни кости останутся, понял? И там так именно красиво, вот прямо как ты сказал, с душой, да. Так, что уже достали мы мясо и начинаем потихонечку его порционно нарезать. А вы не забыли сливу свою положить, Марабель? Что это такое? рано. Это рано, еще не торопись. Смотри, из того, что мы почти чуть-чуть не забыли. О, Марат, горячая жижа. Обалдеть. А? Катюня, подойди сюда, не стесняйся. Я уже подходила сюда. Да я уже видел, уже полплатья себе заляпала, ты понял? Вот так, как начала ляпать, Марат, я говорю, что ты делаешь? Говорит, ну красиво же. Но надо будет после этого постираться. Это грузинский кетчуп. Сацибели называется. Выливай. Не, я пошутил, а может и угадал. Марат, До последней это капельки сейчас всё. такая свадьба, да ты что, ты смотри, ай-яй-яй. Конечно же, это шедевр. Чтоб такое и не добавить все до капельки, все.
Вот теперь уже харчо. Я только хотел сказать, знаешь, это какая там река? Миссисипи, с кем она встречается? Вот когда мутная и чистая, знаешь, такая свадьба получается очень красивая. Где-то я видел по телевизору. Наверное, я с тобой спорить не буду, потому что согласен. Но вот у нас было почти то же самое. Катюша, посмотри на этот цвет харчошный. А? Харчо. Да приснится тебе, Катя, песня звонкая. Будешь сегодня спать, Марата вспоминать. И харчо тихонько по губам своим лизать. Эй, нанай, нанай, нанай. Эй, нанай, нанай, нанай. Нанай, 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 Так, не нанай. брызгай на меня тут со своими песнями. Отходи Вот так как подальше. ты на себя уже брызнула, и у меня уже не получится. Я уже отмылась. Благодаря Марата карандашу. А у тебя нет такого лишнего карандаша? У меня только один. Блин. У Давида есть. Давид, помажешь мне карандашом своим? Да я не то подумал. Так ты не думал, Скажи ты мне. говорил. Хорошо, значит, люди не то подумали. Как ты режешь, Марат? Как Это я уже люблю? Это уже готово, Марат? Да, Смотри, Катюша. почти. Я понял. Этот нож для харчо, Серега. Серега, косточки сюда. Собачки. Не хотели бы вы присолить чуть-чуть? Я... Сейчас все будет, Катенька. От всей любви и с хорошим хорошим настроением настроением. я хочу тебе сказать, помолчи, женщина. Что ты собралась здесь солить? Ты же не мясо ешь. Это все в совокупности. Будет красиво. Конечно. Это же не блюдо, а один может, я большой буду только- оркестр. А может, я буду только диетическое мясо кушать? Будешь, но не Кто ж с тебе нами. даст? Да. Да я даже спрашивать не буду, Марат. Смотри на нее. Хозяйка. Ну да. Я сразу подумал, что лоси ж лижут. Так может, ты у меня не лосиха? Что тебя на солененькое тянет? Что за юмор такой странный, не знаю. Тонкий, тонкий называется, девочка моя. Смотри. Вот тебе соль, Спасибо. угощайся. Посоли, пожалуйста. Только не забывай, что за спиной у тебя 684 человека, которые пришли к тебе Покушать харчо. в ресторан покушать харчо. Да. Спасибо. Не просто соли полезать, а именно еще покушать харчо. Смотри. Так, собачки. Мурат, ну тут собачки сегодня прямо именно... Ну, Жека, если придет, все. Ты шо? Алабай будет счастлив. Ага. Маратик, ты не забываешь, что у тебя появился такой котенок? Что от котенка у него только одно название, которое связывает его с котами. Ой, у меня опять... Это что-то прямо именно дикое животное, огромное. Это счастье как минимум будет у тебя килограмм 15, а то и 18. Повадки у него именно какого-то дикаря, и это он тоже любит покусывать. Понял. Да. Намек понял. Слушай, как мы его шикарно сварили, что даже просто хочется именно руками аккуратненько, замечательно, приятно очень рвать. Изя молодец. Поет, старается за всю Одессу. Катюня, давай нам сюда. Нам надо, чтобы ты сюда фильмоскоп свой направила. Смотри, что мы сделали. Мясо порубили. Марабельку красивейшую помыли. Смотри, веточку раздвигаешь. А там натурпродукт. Слушай, прямо такая грусть. А вот смотри, Марат, как у тебя. Со Светой отношения. Ну, одно целое, понимаешь? Что я хотел сказать? Мы вчера... Ну что, я могу быть серьезным уже? Да. Мы вчера были на барахолке, возвращались обратно, шли по Молдаванке. Мы встретили такое дерево. Катальпа называется. Я не знал, что у него вот такие вот гроздья. Блин, как виноград, только вот такие Так большие. оно потом сиреневыми Я вообще такими не знаю. цветами цветет. Не, оно Не, сначала оно цветет. сразу цветет, но Да. я знал, что оно цветет, и все. А оказывается, после этого цвета еще вот такие вот гроздья огромного, как будто бы виноград. Интересно, съедобные? Ты не пробовал? Думаю, что нет. Рецепта у тебя нет из этого? Оно ж, по-моему, вообще ядовитое, это дерево. Ну, вот это уже дальше начинаешь Не. аккуратненько обманывать. Никто этого не знает. Просто Я щас красивое почитаю. дерево. Почитай. Марат говорит, что? Рис. Ты меня испугал? По поводу риса два слова скажу. Скажи. Вот если вы готовите так, чтобы у вас сегодня гости или просто покушать сегодня, примерно из расчета 50 грамм риса сухого на килограмм продукта. Если вы готовите так, чтобы, то есть 100 грамм,
Если вы готовите так, чтобы осталось у вас на завтра, на послезавтра этот суп, тогда 50 грамм, потому что он разбухнет сильно, чтобы у вас суп не превратился в кашу. Хотя харчо должен быть густым. Продолжайте. Когда остывает? А когда подогреваешь, он аккуратненько опять растекается. У нас здесь кило 300 на непонятно сколько продукта. На 10 килограмм мяса. Больше. Так, все до капельки, потому что это что? В каждой бубочке это о, счастье всё, Килийского готово. района. Что? Готово уже, я так понимаю, сейчас будет. Рис высыпали. Мне не нравится с тобой готовить, ты не получаешь от этого удовольствия так, как получаем это удовольствие мы. Процесс, Правильно? важен Да, процесс. самый Конечно. процесс. А ей только, бегом, всунул и все, садись за стол. Катенька, ну так же нельзя, ты же для говоришь людей. 10 килограмм. Ты килограмма 2 съела только что. Марат, ну вот от вас я точно не ожидала такого. Ребята, это ж таки 4 я правда. съела. Шучу. Аккуратненько. Вот, я не надо, и все нормально, я хорошо, красиво трушу, елки-палки. Я трушу лучше всех в Одессе, посмотри. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. У тебя руки так трухаются? Ай-яй-яй-яй-яй. Или ты сам? Катюня, так выглядит забота о тебе. Забода? Забота о тебе. Забода. Забода. Я не знаю откуда, но опять во мне вот Огонь это у вот, нас хороший там сейчас, да? вот то плохое слово в голове пролетело. Какое? На букву П. Вот то, что с кукурузы, знаешь, кого просят выйти? Не знаю. А ну тебе и не надо. Ну, хорошо. Мараджан, теперь начинается именно то, что надо. Аджичка – это просто вкусная, ароматная, она не острая, ничего. Она просто без... Бамби. Боже мой, ну на самом деле очень вкусно. Вот так вот раз. Все, что брали на базаре. Будем добавлять, но главное теперь это все балансировать. Баночка вкуснейшего ткемали, это Костик и твоя бабушка, вы молодцы. С Харькова сладенький ткемали. 0,5 хватит. Именно его конкретно потом сполосну. Смотри, свежая с привоза, это тоже с Тбилиси. Откуда у тебя? Ребята, помнишь, мои братья приезжали с Кишинева? Привезли ткемали. Даже жалко в этот суп такой. Это обалденный. Это обалденный, очень обалденный. Это именно с привоза. А это именно у грузина. Ой, это с Тбилиси, а это у на грузина, но на привозе. Давай полбутылочки вот этой. Достаточно. Катя, ты что, не видишь, где полбутылочки? Ну, это 1/3 осталось у тебя. А, Марат, он все вылил. Я вам сейчас скажу, что в этом казане мы будем добавлять Сережа, и пробовать. я тебя Добавлять и пробовать, правильно? Добавить можно всегда, убрать нельзя. Я понятно объясняю? Ты понятно объясняешь, когда касается это 3-литровой баночки, я все понимаю. Но когда у тебя здесь Всё равно. 200 А грамм куда на ты 80 торопишься? литров, я А никуда куда не ты тороплюсь, мы еще не добавляли Давай ничего. Здесь будем есть только пробовать. сладенькое. А Пусть вот теперь бери А ложечку. арбузы тоже туда Смотри. добавлять будешь? Арбузы тоже туда? Конечно же, ты что? Помолчи, пробуй. Давай. А вот теперь смотри. Мой, как это? Мой проба на глаз и твой проба на рот. Вот без балды, говори как есть. Скажи, я испортил блюдо. Нет, ничего ты не испортил. Правильно, поэтому я понимаю, что я Мне делаю. надо подождать, потому что у меня послевкусие от того, что я пробовал ткемали, пусть оно булькнет, я Смотри, попробую, да, пока ничего не я, добавляй. я не пробовал ничего, я Давай. тебе сейчас скажу, что это... Как выглядит. Я вообще могу сейчас устроить, взять ложку и пробежаться по людям. Каждый сейчас лизнет и скажет. Не, мы еще будем дорабатывать. Это по-любому, Марат. Тут еще танцевать и танцевать. Оно еще не закипело. Подожди. Я чувствую все, но не кислинку, поэтому я знаю, что я делаю. А вот дальше, когда мы... Барабельку. Нет, перед марабелькой мы сейчас сделаем половиночку вот этого. Хорошо. Все, именно половинку. А ты помолчи, женщина, когда мужчины выступают. Я не знаю, что это, но я сейчас Это проверю. ткемали такой, Ладно, такой. подожди, хорошо. думаю. Давай теперь начнем вот этим вот с привоза. А ну дай. Шедевр. А ну-ка сделай. Тихо, не ляпать. Можно мне понюхать? Да мизинчиком лизни. Не, я лизать не хочу. Не сильно кислый, очень вкусный. Тоже. И я думаю, вот эту Половинку. сольку вот эту бахнуть ты можешь смело все. Аж бегом. Хотя у нас там сванская тоже очень ощущается. Теперь марабеля. Собственно, здрасте, ребята. Здрасте.
Кидаем в чистом виде. Она у нас будет, скажем так, знаешь, как такая скрытая. Не обязательно их есть. Это когда тебе в тарелочку попадется в чистом виде. Тогда надо- Одна-две раскусил, да, и потом 4-5 ложек кушаешь бесплатно, тебе будет во рту кисло. А эти? А веточка это будет подгарнировочка, правильно? Для красоты. Самые красивые мадам вот сегодня именно в тарелке подадим, и это рядышком положим. Вот это обязательно ты хочешь. Это то, что словами не передать. Ребята, будете на киевском рынке, вы там знаете, где стоит мадам шикарная, торгует лепешками и специями. Вот у нее-то в заморозке. Скажите, дайте мне. Ложку хорошую. Хорошо, хорошо, хорошо. Да это можно все, Марат. А тут всего одна ложка была. Вот так вот. А вот теперь сейчас буду мешать аккуратненько. А ты начнешь пробовать. Ой, так это еще рис не надулся, Марат. Запах. Это со Ё-моё. сметаной надо кушать, Марат? Нет. Хотя есть люди, которые едят со сметаной. Но вообще нет. Тише, тише, ты такие волны устроишь. Сейчас у тебя уже будет выкипать прямо. Выбегать, выливаться. Э, Помолчи, женщина. Хватит меня хаять. Что за манер такой, елки-палки, ты себе приобрела? Ты же нормальная женщина, когда не держишь телефон в руках. А берут телефон, все, начинает, я же тебя не узнаю порой. Так, может, ему телефон проблема? А что вы облизались оба? А ты напробуйся. А каждый о своем подумал. Ого. Шо, Марат? Это вот четверть вот этого. Сюда вы там? добавить? Да. Подожди, дай-ка. Остальное прям в тарелочку. Хорошо, хорошо, я же хочу перемешать. Тут же разная зелень. Да. А сверху вот петрушечка, кинза, там укропчик и Кинзы лучок. больше, петрушки с укропом меньше. Так, ладно, все, раскучерявил. Да. Ты шо? Марат, по-братски, Да. вот так вот. Половина в тарелочке, половина сюда. Вот это красота. А ты чесночок чего стесняешься? Добавляй уже. Всё. Кидай на ладошку, я аккуратненько его раструшу. Ай-яй-яй. Прямо с работа в парах, в паре. Парная работа. Финальный штрих, ребят. Все, харчо готов, почти, елки-палки. Что там надо, не знаю, наливайте бутылочку, кинз, мараули там себе, там, ой, бокал. Короче, хорошее грузинское вино Под хороший суп. и все. Один раз мешани и туши. Сейчас устроим. А что, тебе острые Катенька. перцы? А те острые, мы его сделали уже очень, прямо, Маджичка так хорошо сыграла, что просто с красотой. там все просто А песня. кто захочет поострее, мы перчик Есть куда предоставим, перчик нам дать, да. Если не хочешь перчик такой кусать, у нас есть что лизнуть, там и как это? Так, не брызгай меня, За только острым? мешай очень аккуратненько. Я видела твой взгляд сейчас. Не буду людям показывать. Сейчас он приобретет последний. Такое ощущение, что сегодня мы вокруг нее все танцуем. Мы людям дарим хорошее настроение. Тебе кажется. Многим рецепт. А она все думает, что это вокруг нее. Марат, вам тоже так кажется? Она вправе так думать, она же женщина. Слышь, я валю с вашей передачи, елки-палки. Что вот это вот? Я яйца полощите там и все у вас Не, не нормально. все так думают. Да я Ты тебе, думаешь, пусть только так думают, все твоя? нормально, да. Пусть так думают. Я хорошо помешал? Отлично. Все. Лучше всех Сережа Последняя помешал. проба. Давай, а ну-ка дай. Там уже и марабелька, и все, что ты хочешь. Просто именно настоящий, самый настоящий харчо. Век на лодке не кататься, такого в Одессе сегодня не попробуешь. Сейчас грузины скажут, вах, липован, так не можно. Как не можно? Приди попробуй, потом поговорим. Что? Идеально, выключай. Все? Будем пробовать и раздавать людям. Модлаба. Мудлаба. Еще раз. Спасибо. Еще раз. Мудлаба. Или мы правильно говорим вообще? Чтоб потом стыдно не было. Вот то, что мы сказали, вот то было хорошо. А вот это вот тебе это вот повторять по 300 раз, оно неинтересно. Мы же не дети, мы взрослые люди. Посмотри на нас сегодня. У него усы, у меня кепка. Что тебе еще надо? Пусть голова моя седа. Зимы мне нечего. Он еще не седой и не скоро станет. Седой, седой. Посмотрите. Все. Умные волосы покинули дурную голову. Фу, Марат,
Справились? Мы очень Управились. потели, Да. но справились. Но мы не сильно торопились, потому что что? Когда ты готовишь шедевр, торопиться нельзя. Елки ты палки. Катюня, иди сюда, покажи. А? Любое грузинское блюдо, это, ну так вот одним словом сказать, это что-то мощное. Правильно? Хорошие сбалансированные специи, замечательные шикарные продукты, которые ты до этого думал, как их вообще можно смешивать. Но нет, ребята. Это все получается очень вкусно. Смотри, Марат, густой, как ты правильно сказал, Вот, да? он должен быть густой, ребят. Ага. А это что? Благодаря килийскому рису. Не похожему ни на один другой. Думают, от заливает. Не, но он еще и вкусный. Нет, на самом деле каша молочная самая вкусная. Ты никакой другой рис, Такая она прямо становится. как это, и рядом не Давайте станет. хвалить Грузию. У нас сегодня грузинское блюдо, а не килийское. Но рис, конечно, фантастический. Ребята, грузины, ваш Приезжайте к замечательный, удивительный харчо без нашего риса, ну, такое себе, как говорят в Одессе. А вот с этим рисом это уже какой-то людям наливаешь? шикардос. Нет, а что, Марат уже, по-твоему, не человек или что? Мне в 2 раза меньше, это вот себе. Нет, родненький, ты приготовил, вот ты это и кушай. Да я шучу. Я уже напробовал сырник. Хочешь, смотри, Как ты с ним живешь? а вот так вот, я когда такой Балдею, кусочек мяса Марат. показываю, у нее сразу все плохое отпадает. Кусочек мяса. Ну и что, это не прелесть? Мараджан, я понял. Смотри, я сделаю так, как мы делаем обычно, по-братски. Вот это вот нам с тобой, да? Да. В одной тарелочке мы сейчас покушаем, как ели до этого. Как с садика мы с тобой себя вот это вот ведем, так и будем вести. А вот то уже потихонечку людям, потому что уже людей много и все хотят, чтобы мы сейчас с тобой здесь долго не рассусоливались. Давай, я с тобой абсолютно согласен. Все, прямо вот так вот, да, зеленушка? Девочки, Ника, Леночка, в конце концов, забирайте ваши тарелочки, кормите людей. Так, Маратик, давай. Мы, как обычно, попробовать не успели. Нам сказали, ребята, не занимайтесь ерундой, покормите нас сначала, а потом будете губы свои сюда макать. Да ты шо? Марат, ты заметил, как происходит этот момент того, когда у нас финиш по блюду? Все сбегаются, Да, съезжаются. сразу там вот Так и должно быть. за плечами такой себе гайгу и грохот, именно что на барахолке происходит. Так, это 3 без зелени, одна вот с зеленью. А, тарелочку сюда. Марат, вот так вот. Не знаю, что там куда ушло. Подожди, это что, с зеленью? Это наше. А, я понял. А 3 без зелени она уже унесла? Ну, стоячие места точно есть, Леночка. не переживайте. Иди забирай свою зеленью. Марат, это какая-то картина, даже не хочется ее нарушать. Елки ты, палки, ты шо? Ну вот такой себе киселеобразный, да, именно затягивается. А ну дай. Я вижу, солнышко говорит, Серега, подтяни сюда свою дощечку. О, а вот теперь уже именно видно хороший, красивый рыжий цвет. А ну-ка. Я думаю, грузины бы оценили. Что, Марат? По-любому. Не, Альберт уже кушал, сказал, ребята, как будто ты бы дома побывал. А Марат что? Ты можешь как-то есть, как будто бы ты не один. Горячий. Я понял, шучу. Нет, такое хочется кушать, чтобы оно ляпало. Обалденно. Вкусно? Я не знаю, но его ты ничем не сравнишь. Просто. Это просто харчо. Идеальный Бесподобно суп. вкуснейший суп. И где-то в глубине души есть у него легкая нотка чакапули. Правильно? Ну да. Потому что ткемали и еще раз ткемали. Ребята,
Чтобы ваш рот всегда чувствовал вкусный, замечательный, настоящий грузинский, не чурчхела, тхемали, брат. Ага. От всей души с хорошим настроением. Что ты улыбаешься, елки-палки? Давай скажем всем пока-пока. Здрасте. Вот это вы уселись хорошо. Приятного просмотра. Короче, мы кормим людей. Тебе спасибо. Тебе спасибо. А грузинам спасибо, елки ты палки. грузинам спасибо. Грузины, ребята, это для вас. Всем пока-пока. Чао.